Всем привет! Я снова рад вас приветствовать на YouTube-канале Головко и партнеры. Мы продолжаем то, что я заявлял в прошлом видео, и мы отвечаем на наиболее часто задаваемые нам вопросы. Сегодняшний вопрос звучит так. Как оспорить отказ от наследства? Ну, интересный вопрос, если честно, но, так сказать, придется отвечать. Как оспорить отказ от наследства? Ну, как я понимаю, те, кто задают этот вопрос, они в свое время отказались от наследства, а потом передумали, видимо так, и теперь ищут, как же можно, так сказать, этот факт оспорить. Ну, обращу ваше внимание, что если речь идет о наследстве, да, и вы по какой-то причине решили от него отказаться, то делаете вы это у нотариуса с написанием соответствующего заявления. И это своего рода как бы для вас осознанное действие. То есть вы целиком и полностью осознаете ваши действия и отказываетесь от наследства. Но смоделируем ситуацию. Предположим, вы договорились с родственником, отказались от наследства, но он свою часть сделки не выполнил. Да? Если вы все сделали правильно и у вас есть это зафиксировано на бумаге, вам не нужно, так сказать, отменять ваш отказ от наследства. Вам просто нужно обратиться в суд и обязать вашего родственника выполнить его часть обязательств. Но если вы договаривались устно, никогда так не делайте, то в этом случае, да, у вас проблемы. Получается, вас кинули, свою часть обязательств не выполнили, а вы уже успели отказаться от наследства. Ну, в этом случае вариант только один. Вам нужно идти в суд. Отменять ваш отказ от наследства можно через суд. Но для этого вам нужны веские аргументы. То есть нужны реальные доказательства того, что тот отказ, который вы осуществили, вы либо были обмануты, и поэтому вы хотите вернуть ваши права на наследство, или по каким-то еще причинам, да, вам не разъяснили до конца или еще что-то, то есть вы ошибочно выдали этот отказ. Но здесь нужны будут реальные веские причины, потому что это вот как, знаете, оспорить договор купли-продажи. Ой, я продал квартиру сегодня, а завтра передумал, верните мне квартиру назад. То есть это уже сделка, вы ее подписали, и здесь просто так этого сделать нельзя. То есть можно через суд, но по веским причинам. Если они будут, суд отменит ваш отказ, а если нет, то все останется так, как и было. Надеюсь, это видео вам будет полезно. Всегда рады будем вам помочь. Обращайтесь, наши контакты в описании к этому видео. Ой, как я мог забыть? Подписывайтесь на канал, нажимайте лайки под видео, задавайте ваши вопросы в комментариях и нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе о последних видео. Всем успехов!